Марка Ram представила самую экстремальную модификацию пикапа 1500 под названием TRX. Новинку серьезно подготовили к бездорожью и скоростным заездам по пустыням, а по мощности он далеко превосходит своего ближайшего конкурента Ford F-150 Raptor. Ram TRX получил компрессорный двигатель Hemi V8 6,2 литра, знакомый нам по модели Dodge серии Hellcat. Отдача агрегата составляет 712 лошадиных сил и 881 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 97 км в час у новинки с 8-ступенчатым автоматом фирмы ZF занимает 4,5 секунды, а с места до 160 км в час она разгоняется за 10,5 секунды. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 190 км в час. Для сравнения, Ford F-150 Raptor имеет турбомотор V6 3,5 литра с отдачей всего 456 лошадиных сил и 691 ньютон-метров. Hemi V8 оборудован двухпоточной системой забора воздуха. Он поступает в 29-литровую камеру через прорезь на капоте и верхнюю часть решетки радиатора. Также автомобиль оборудован самыми большими в сегменте воздушными фильтрами. Пикап Ram 1500 TRX построен на усиленной раме с большим количеством высокопрочных сталей и жесткими гидроформованными секциями. Из алюминия сделаны капот, двери, створка грузового отделения, а также подрамники передней подвески и коробки передач, передние рычаги, рулевой механизм, силовая защита двигателя и трансмиссии. Подвеска спереди полностью независимая, с адаптивными амортизаторами и удлиненными рычагами. Сзади установлен мост Dana 60 с креплениями на 5 рычагах, 600-мм винтовыми пружинами, самыми большими в истории некоммерческих автомобилей, и электронной блокировкой дифференциала. Плюс есть перекалиброванные электронно управляемые стойки Bilstein Black Hawk и TU с 3 внутренними ограничителями хода сжатия и выносными резервуарами. Ход подвески увеличен на 40% по сравнению с обычными версиями Ram 1500, который теперь составляет 330 мм. Автомобиль стал шире на 20 см, колея спереди и сзади на 15. Грузоподъемность пикапа достигает 594 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа составляет 3,67 тонны. Модификация TRX получила шины Goodyear с внешним диаметром 35 дюймов. Тормозные механизмы двухпоршневые спереди и однопоршневые сзади с 380 мм роторами на обеих осях. Дорожный просвет автомобиля составляет 300 мм. Пикап способен преодолевать брод глубиной до 813 мм. Угол въезда составляет 30,2 градуса, угол съезда 23,5 градуса, а угол рампы составляет 21,9 градуса. В списке стандартного оснащения есть лонч-контроль с функцией предотвращения отрыва задних колес от земли при резких стартах и надстройка Jump Detection, подготавливающая трансмиссию к приземлению после прыжка и предотвращающая нежелательные скачки мощности. Кроме того, имеется 5 обычных ездовых режимов: авто, спорт, тоу, сноу и индивидуальный кастом, а также 3 внедорожных: мод Sand, Rock и Baja. Топ-версия семейства Ram 1500 выделяется кожаной отделкой сидений, приборной дверных панелей с красной прострочкой, а также вставкой из алькантары на центральном подлокотнике, руле и дверях. В списке оснащения 6 подушек безопасности, мультимедиа с 12-дюймовым дисплеем и навигацией, 900-ваттная аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками и камерой кругового обзора. Первым покупателям предложили приветственную версию Launch Edition за $90 000. Отличительной особенностью таких пикапов является серый цвет Anvil Grey, наклейки на борту и капоте, а также алюминиевые колеса. Продавали их в максимальной комплектации TR2. Интерьер щедро отделан кожей и искусственной замшей, а также украшен углепластиковыми вставками. На центральном подлокотнике есть плашка с порядковым номером автомобиля. Всего было сделано 702 автомобиля. По числу лошадиных сил в американской спецификации. В США всего за 2 суток раскупили все заряженные пикапы. Но помимо спецверсии Launch Edition, на старте приема заказов доступен вариант стоимостью $70 000. Сборка пикапов налажена на мичиганском заводе, а дилеры уже начали прием заказов. Первые автомобили доберутся до своих владельцев в 4-м квартале 2020 года. Какой пикап вам больше нравится?
Ford F-150 Raptor или Ram 1500 TRX? Делитесь своим мнением в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.